Здравия, дорогие друзья! Сегодня наша очередная встреча умных мужчин. Мы опять о чем-то будем говорить. У нас сегодня в кадре не впервые, а уже второй раз Олег Сергеевич Синев, которого вы очень хорошо знаете по нашим интересным фильмам на РЕН-ТВ и не только. Вот, а поговорим мы сегодня на несколько тем. И первая тема, связанная с таким интересным явлением, как химиотрасс, или химтрейлы их называют еще по-разному, да, или конденсационные следы. Игорь Львович, вот что ты знаешь по этой теме? После того, как ты немножко объяснишь тем, кто не в курсе, что такое химиотрасс, вот у нас сзади, кстати, великолепная химиотрасса сейчас дымит, вот у вас буквально за спиной, настоящая, то есть мы сами сейчас эти химиотрассы производим. Мы покажем вам очень интересные образцы, как мы предполагаем, неких компонентов, которые образуют эти химиотрассы. Игорь Львович, что такое химиотрасса? Ну, я сам по специальности химик-технолог, инженер. Отец у меня всю жизнь проработал в Аэрофлоте. Сначала инженером ВТБ, потом переучился и летал на Ил-86 борт-инженером. Ну, естественно, это человек, который знает, что такое конденсационный след, который оставляет самолет, вернее, двигатель в полете. Ну, это как бы всем известный факт, все их видели, наверное, с рождения, и даже те, кто родился еще в далеком нашем прошлом, в Советском Союзе, как только появились реактивные самолеты, появились и конденсационные так называемые следы. Но чем они отличаются от химиотрасс? Значит, химиотрасса – это след, который достаточно плотный, он держится в атмосфере более 2 часов, он распространяется по поверхности всего нашего видимого, так скажем, небосклона. То есть вот как вот мы видим облака, также мы видим вот этот след, который начинает вот так вот в разные стороны расходиться и зависать над нашей планетой. Вот. Конденсационный след, он больше 20 минут не держится, иногда он сразу пропадает после пролета реактивного самолета, иногда он может держаться там до 20 минут, тоже быть достаточно плотным, длинным, но опять же 20 минут для него это максимальный предел. Вот. Почему обратили внимание на такой эффект, как химиотрасса? Потому что то, что мы наблюдаем в небе, и то, что потом оседает на Земле, на почве, оно является неким химическим, а иногда даже и бактериологическим продуктом. Вот. Исследуя вот эти вот остатки, которые падают на Землю, пришли к выводу, что они содержат в себе соли алюминия, соли бария. И уже потом, когда эта тема была освещена в прессе во многих странах, стали признаваться, что действительно идет некий посев облаков с целью предотвратить глобальное потепление. Якобы отраженные лучи Солнца не должны достигать земли, то есть они как бы отражаются от поверхности вот этого перистого как бы поверхности, которая идет вот в виде такого облака, распространяется на большое достаточно расстояние, и тем самым предотвращается тепличный эффект. Вот. Но это, так скажем, отговорка ученых для того, чтобы объяснить то, что происходит в небе. Но пытливые исследователи, исследуя вот именно содержание вот этих вот веществ, пришли к выводу, что не все так гладко. И что вот эти соли, они влияют на почву, они не дают органическим растениям правильно расти, то есть да, восхождение вот этих семян замедляется. Вот. И, соответственно, эти земли уже трудно использовать под посевы фермерам, крестьянам. А крупные корпорации, используя ГМО в своей продукции, они пользуются этой землей, у них прекрасно все всходит, они употребляют вот специальные фосфаты для того, чтобы удобрять эти семена. Эти удобрения содержат также мощные дефолианты, которые когда-то использовались, вот, например, во Вьетнаме как отравляющие вещества, типа оранж.
То же самое используется для того, чтобы удобрять вот и бороться якобы с вредителями на этих почвах. Но уже эти почвы потом они вообще становятся непригодными для всхождения органических растений. А выращиваются там только ГМО-продукты, которые нужно, ну, вот этот семенной материал нужно закупать ежегодно. И таким образом не только какие-то крупные хозяйства, но и целые страны подвергаются вот этому воздействию с тем, чтобы земли освободили для крупных корпораций, типа Монсанто. Вот. Ну вот у меня тут есть несколько фотографий интересных. В тот момент, когда начали наблюдать еще вот этот вот эффект, так называемый химиотрасс или химтрейлов, на землю очень часто падали вот такие вот интересные волокна. То есть это волокна, которые содержат в себе, помимо химических каких-то элементов, еще и биологически активные элементы. То есть это продукт какой-то генной инженерии. То есть эти волокна, они иногда двигаются, иногда они становятся более плотными, более, как говорится, более рыхлыми. Иногда они просто сжимаются в точку при воздействии на них. Вот. Да, то есть это, ну, многие слышали, наверное, про такую болезнь Маргеллонов, которая очень активно стала распространяться и на территории Мезоамерики, Америки, на Украине, кстати, очень много было таких случаев, когда люди жаловались на непрекращающийся зуд, появление неких язв, из язв появлялись некие волосики такие, очень похожие на, ну, обычные синтетические волокна, которые используются в пошиве одежды. Но они, эти волосики, шевелились, они как бы жили своей собственной жизнью. То есть это некие субстанции, которые никак не были объяснены ни нашей медициной, ни учеными. Только лишь вот энтузиасты-исследователи обращали на это внимание, проводили свои исследования и выявляли то, что действительно эта болезнь имеет место быть. И чтобы избавиться от нее, приходилось, в общем-то, часто приходить к каким-то радикальным методам. Либо это такая вот прожарка в саунах, в банях, при высокой температуре эти волокна, они прекращали свою вот эту вот активную деятельность. Они не увеличивались, они не распространялись далее. Вот. Либо это химическое воздействие. Опять же, протирали тело там и ацетоном, и керосином, и спиртом. Вот. И с помощью этого, ну, некоторым кому-то помогало, а кому-то нет. То есть вот такие сведения были. Вот. Что интересно, что эти волокна, двигаясь внутри тела человека, в его подкожном пространстве, они попадали не только вот под эпидермис, но еще и в глаза. То есть, например, человек смотрит, а у него по роговице там проползает вот эта вот непонятная структура, которая не имеет никаких органов, невидимых, как бы не скрытых, но она является движущимся таким элементом, который достаточно, ну, неприятен для человека. И люди, в общем-то, очень сильно страдали от этого зуда, от того, что они не могли от этого избавиться. В последнее время, кстати, я уже редко встречаюсь вот с такими случаями проявления этой болезни. Но, видимо, в связи с тем, что те, кто это распространял, поняли, что к ним уже подбираются и, может быть, решили сменить свою тактику на некую другую. Ходили очень упорно слухи такие, разговоры о том, что химиотрассы способствуют распространению заболеванию такого, как COVID-19. И действительно, вот в тот момент, когда оно только начало захватывать, как говорится, пространство, вот эти химиотрассы наблюдались вообще по всему миру, и очень часто люди на них обращали внимание. Вот. Возможно, то, что попадало на Землю, несло в себе какую-то основу для того, чтобы это заболевание вирусное могло процветать. То есть ослабление иммунитета человека, уменьшение фертильности человека, значит, ну, в общем-то, болезнетворное воздействие в сочетании вот
с вирусом, оно могло, конечно, сыграть очень злую шутку. Ослабление общего состояния да. человека для того, чтобы дать зеленый свет распространению вируса COVID-19, Конечно. чтобы ему было легче распространяться по планете. Ну, Кстати, Олег Сергеевич, извини, Игорь Григорьевич, я немножко дам тебе на паузу воздуха набрать и чай. да, можно, да, вот. Олег Сергеевич, ты говорил, что непосредственно в твоей жизни и у твоих близких что-то связано с химиотрассами. Готов ли ты Да. об этом рассказать? Почему бы и нет, да, это непосредственно связано с моей семьей, конкретно с отцом. Вот. Он, в принципе, сам был достаточно сильно увлечен этой проблематикой, поскольку он у меня живет не в городе, а достаточно далеко от мегаполиса. Занимается хозяйством, занимался, к сожалению. Вот. Сейчас его с нами нет. Вот. Он, увлекаясь этим вопросом, смотря передачи, постоянно смотрел в небо и неоднократно наблюдал вот эти вот химтрейлы. Вот. Периодически даже их фотографировал, присылал мне: Олег, посмотри, что это такое. Вот. Реально он присылал фотографии, и на небе словно сетка. Ну, самолеты так не летают. То буквально сетка из 6-8 полос перпендикулярно. Вот. Это очень странно. И он достаточно часто заявлял о том, что после того, как он видел вот именно такие рисунки в небе, он на следующий день себя начинал чувствовать намного хуже. И часто жаловался на то, что у него нет сил там, заниматься по хозяйству, то есть он очень уставал, ему было трудно выполнять какие-то там элементарные задачи, которые он раньше делал не то чтобы с легкостью, а просто на них внимания не обращал. Вот. И однажды случилось так, что, кстати, вот Игорь Григорьевич сказал, что попадая на тело человека, вот эти вот осадки от химтрейлов, они давали ожоги. У него был такой один случай, действительно. Он прямо мне показывал руки. Он вечером возвращался домой. Вот. Он тоже наблюдал в небе вот такие вот полосы. И почувствовал какой-то резкий запах, такой едкий, неприятный. Ну, не прямо вот как вот ярко выраженный, а вот, ну, как оттенок. И когда он приехал домой, это было вечером, он лег спать, а под утро он посмотрел на свои, там, на руки, на ладони, там, запястья, но это было летом, он в футболке за рулем был. Вот. И у него вот до локтя прямо такие красные пятна были везде. Вот, это у него прошло после того, и вот, кстати, вот про зуб тоже, он говорит, мне хотелось постоянно там почесать, там, и он взял порошок стиральный, тщательно руки вымыл с порошком, вот прям по локоть, да, вот докуда болело, и вот через 2 дня у него это прошло. Вот это вот прям вот я точно помню, вот он мне рассказывал, очень неприятное ощущение было, ну, как будто вот... Он еще вспомнил момент, когда они в детстве с друзьями упали, ну как раньше в гаражах там баловались. Вот. Они нашли рулон стекловатый, и с ней как бы баловались, потом руки вот так вот чесались. Это очень похожее ощущение было. Вот. И случилось так, что да, он, значит, после того, как помыл руки, у него все прошло. Вот, жалобы у него были такие неоднократные. Вот. Он после таких совпадений начал к этому вопросу относиться очень серьезно. И, ну, к сожалению, безрезультатно, потому что это все-таки тема недостаточно раскрыта в современном мире, но пытался разобраться, понять, как это работает, какие-то совпадения. Вот, знаете, вот, слишком много совпадений – это уже не случайность. Вот, то есть он начал относиться к этому прямо даже не сколько серьезно, сколько настороженно и вот очень внимательно. Вот. К сожалению, повторюсь, случилось такое в один из аналогичных вечеров, когда он возвращался поздно домой. Это был как раз в разгар ковида. Получилось так, что он, тоже наблюдая
похожее явление на химтрейлы. Тоже почувствовал запах. Но на тот момент он сказал, что запах был немножко другой, но тоже какой-то химический, очень неприятный. Вот. Он приехал домой, начал себя плохо чувствовать на следующий день. Я с ним разговаривал по телефону еще 2-3 дня. Вот. Он говорит, что-то говорит, мне нехорошо, и он постоянно жаловался, хочу отдохнуть, хочу отдохнуть. Вот. И потом матушка мне сказала, что он заболел, простудился. Вот. Ну, к сожалению, поздно спохватились. Вот. Вызвали скорую помощь, и его забрали в больницу. Вот. Он пролежал 10 дней на ИВЛ. А до этого вот, буквально дня два, совершенно здоровый человек. То есть я с ним виделся. То есть если бы он заразился ковидом, да, то и я бы заразился ковидом, потому что я с ним контактировал близко, мы с ним встречались вместе. Вот, там, кушали за одним столом. У меня при этом никаких симптомов не было, да, то есть последующих. Вот, хотя, да, тоже немножко испугался. Вот. Но, тем не менее, да, он попал в больницу, лежал 10 дней на ИВЛ, было ковременное улучшение, и через 2 дня он умер. Связано ли это напрямую с химтрейлами? Не могу сказать, да, потому что вирус бушевал на нашей планете. Но я думаю, что он сейчас бушует где-то локально. Вот. Но повлияло ли это, поспособствовало ли, да, вот, контакт вот с такими вот явлениями, как химтрейл, для того, чтобы ковид себя благодатно чувствовал в организме ослабленного моего отца? Да, я думаю, что это возможно, даже что это цепочки звенья одной цепи, извините за это. Вот. Так что, да, имели факты место быть. Да, вполне вероятно, что вот химический пневматит как раз и связан. Вот, да. кстати, врачи сказали, что вот они сказали, пневматит, по-моему, химический. То есть да. это уже не подоплека вирусная. Вирус может быть, ну, как провокатор, потому что вирус тогда он во всех сидел. Но вот в зависимости от того, как работал иммунитет человека, также и происходило вот это вот увеличение количества заболеваний. Если иммунитет населению понижают, то он очень быстро начинает захватывать это пространство. И это уже эпидемия или пандемия, как ее называли. Слушай, а как врачи говорили во время пандемии, вот этот коллективный иммунитет, да, он наоборот как бы на усиление работает. Ну, да. А здесь получается наоборот. Да, здесь наоборот, да. То есть для того, чтобы возможно, пропадал. да, то есть для того, чтобы возможно подавить коллективный иммунитет, получалось, что химтрейлы во время пандемии особо активно использовались для того, чтобы этот коллективный иммунитет подавить. Здесь есть очень тонкий вопрос, связанный вот с подобными технологиями. Насколько они эффективны? Ведь самолеты летят на достаточно большой высоте, несколько километров. Идет распыление некого реагента. Насколько, в принципе, это эффективная технология? Ведь наверняка есть более простые пути, вода, продукты, еще что-то. Это было бы слишком очевидно, мне кажется. Слушай, ну со школьной скамьи все прекрасно знают, особенно в советском образовании, такое понятие, как роза ветров. Наверняка летчики, да, и компании, которые запускают вот эти вот продукты в небо, они такой фактор учитывают. Высота и большое количество времени, какой реагент задерживается в небе, наверняка сопряжен с тем, что преследовалась цель охватить как можно больше пространства. Потому что все-таки, судя по рисункам, фотографиям, которые мы видим, это структура достаточно плотная, вот, и ей надо рассеяться равномерно по большой площади и успеть осесть на большой же площади. Поэтому я думаю, что здесь но про эту все структуру, как лаконично. это появилось, и вообще, что это такое, сейчас вам, дорогие зрители, расскажу отдельно. Покажу уже фотографии, микрофотографии на весь экран и объясню вообще, что это такое мы наблюдаем. Но если вы обратите внимание, мои дорогие друзья-эксперты, вы посмотрите, ведь вы только что держали в руках, то, что мы сейчас покажем, вот этот маленький пакетик,
Там это вещество, это буквально 7 миллиметров длиной и 4 метра шириной. Да, вот это. Да. Но если вы посмотрите, это уже увеличение под микроскопом где-то примерно там и 100, и 200 раз есть. Посмотрите, насколько сложна эта структура. Вот, Игорь Львович, ты как химик можешь сделать предположение, что это может быть такое, в принципе? Явно это некое достаточно сложное, ну, как это правильно сказать, соединение, или что это? Ну, я считаю, что это такая молекула, которая имеет вот такие сложные, как бы, отчленения в виде таких жгутиков. Вот. В самой молекуле есть вкрапления определенных других каких-то веществ, которые, ну, отличны от, как бы, основы вот этой вот синтетической. Скорее всего, это все-таки синтетическая молекула, то есть это не природное вещество, а действительно, как бы, изобретенное, возможно, человеком, не человеком, но с какой-то целью. И это же сбрасывалось с неба, то есть с самолетов. Сейчас, кстати, редко наблюдают вот эти волосы ангела, а вот в конце 90-х, начало 2000-х годов это было достаточно частое явление, многие об этом рассказывали. Вот. Все-таки я считаю, что то, чем нас посыпают, оно, может быть, не является какой-то прям активной такой заразой, а это действительно такая химия, которая угнетает человеческий иммунитет. А это не может быть, судя по рисунку и структуре, синтетический грибок какой-то? Возможно, он имеет определенную, ну, так скажем, То, что на мицелий живучесть. очень похоже, на самом деле. Ну, похоже, да, чем-то похоже вот по структуре на мицелий, гриба, ну, вот, или там плесени, но это все-таки химическое вещество. И у нее Ну, я не спорю, да, просто под любой химией есть какая-то база, ну, да, то есть на которой структура наращивается. Вот мицелий, может быть, ну, это сейчас база. создают искусственные живые уже клетки, Ну, которые да. внедряют там животным, то отдельно, как бы, искусственное, химически выращенное, так скажем, но живое существо, как, ну, по-другому не скажешь, гриб это или это просто, ну, какой-то набор, так скажем, биологически активных каких-то клеток, Друзья да? мои, немножко подзабыли, я напомню, и тебе, может быть, как химику вводное будет. Ну, откуда мне прислали это, я уже рассказал зрителям. Но вот тот человек, который все это собирал, женщина, руководитель одной там очень интересной эзотерической станции в Америке, она сказала, что вообще это выглядело, как будто огромные лоскутия паутины полупрозрачные спускаются с неба, оседают на листьях, образуя вот именно вот как скопление такой не бархатной, а такой объемной паутины. И говорит, когда только начинает... Как сахарная вата вытянутая, да? Сахарная вата только вот структурирована вот этими мелкими нитями. И когда ты берешь на ладошку, на ладони начинает резко таять и скукоживаться. То есть вот то, что мы видим, это на самом деле уже вот, ну, условно говоря, усохшее вот то вещество. Понятно. То есть, скорее всего, в составе вот этого явно искусственного вещества были какие-то компоненты, которые позволяли за счет окислительных реакций что-то делать. Я сейчас фантазирую, я не химик. Но вот водное, то есть прям волокна спускают с неба, оседают, и буквально, говорит, если их не трогать, не в течение 10-15 минут, то просто растворяется, остается некий белый налет. А если, говорит, на ладошку взять, говорит, прям моментально, как будто сахар в воде таять начинает. Может быть, вот эти вот водные, те какие-нибудь мысли еще как химику дадут? Ну, они, возможно, действительно реагируют именно на живую субстанцию и каким-то образом с ней взаимодействуют. Абсорбируется. Да, то есть на разных, вот попадая там на траву, на листья, на животных, на ладонь человека. То есть идет определенная, как бы, их программа, которая в них заложена. И они таким образом взаимодействуют с этой вот живой материей, с которой они соединяются. Потому что по поводу вот этих, кстати, волос ангела, не факт, что их сбрасывали с самолета. Возможно, они были сброшены с каких-то объектов, которые не принадлежат нашей цивилизации.